Spicy Genius. Друзья, всех приветствую! Сегодня в обзоре рассмотрим настольный ЦАП-усилитель для наушников от компании Fosi Audio. И приходит он в довольно большой по габаритам коробке с очень минималистичным оформлением, где есть логотип компании, а также указано название модели этого устройства, а именно K7. Но перед тем, как уже перейти к распаковке, я хочу вам сообщить очень хорошую новость. Я совместно с компанией Fosi Audio решил объединить наши усилия для проведения очень крутого розыгрыша этого усилителя и некоторых других очень хороших призов. И для того, чтобы вам выиграть этот усилитель, вам будет необходимо посмотреть мой обзор, поставить лайк и оставить комментарий под видео с хэштегом Fosi Audio K7 и уже после вступить в официальную группу ВКонтакте Fosi Audio, где уже 14 апреля будут объявлены все победители. Поэтому, друзья, обязательно загляните в закрепленный комментарий под видео, либо в описании к этому обзору. Там будут оставлены все необходимые ссылки для того, чтобы вы смогли принять участие в этом конкурсе. А я от себя лишь пожелаю всем удачи. Ну вот теперь давайте лучше рассмотрим комплектацию этого усилителя более подробно. ЦАП-усилитель. Большая инструкция по использованию и настройке. Разветвитель для наушников и микрофона. Bluetooth антенна. Кабель 2 в 1 с USB-C на USB-C и USB-A для подключения уже к компьютеру. Ну и адаптер питания на 12 вольт и 2 ампера. Этот ЦАП-усилитель довольно компактный, выполнен полностью из металла и весит 520 грамм. И выглядит, как по мне, он очень круто. Здесь у него вверху есть надпись Fosi Audio K7. И как по мне, у него сразу проглядывается некоторая вариация дизайна как для геймеров, так и для аудиофилов. Но при этом с очень характерной для Fosi Audio ноткой минимализма. На передней части у него здесь есть выход для микрофона на 3,5 мм. Стандартный выход 3,5 мм джек для подключения наушников. И балансный выход на 4,4 мм джек для балансного подключения наушников. Здесь есть снизу 4 прорезиненных ножки для более лучшей фиксации на поверхности, а здесь сзади уже располагаются аналоговые выходы RCA, есть разъем для подключения Bluetooth антенны, имеется коаксиальный вход и вход для подключения оптического кабеля, и конечно имеется USB Type-C вход для работы уже с разными устройствами. Ну и сюда, понятное дело, мы уже подключаем комплектный блок питания на 12 вольт. Ну и все, я подключил этот усилитель к компьютеру, а сейчас давайте не будем терять время и сразу включим этот ЦАП-усилитель, просто нажав вот эту первую кнопку. И все, как видите, здесь у нас загорается вот этот небольшой дисплей, где для нас отображается уже вся необходимая информация. Здесь слева указана частота дискретизации, которая меняется уже в зависимости от проигрываемого аудиофайла от 44 кГц до 384 кГц, ну то есть это максимум. Ну а здесь уже отображается установленный на данный момент вход, а именно USB в моем случае, так как я сейчас использую его с компьютером. А используя уже вторую кнопку с надписью Input, можно также быстренько переключиться, например, в Bluetooth, и тогда этот усилитель перейдет в режим ожидания подключения. Ну а дальше здесь уже идет оптика и коаксиальный вход. То есть в плане переключения, ребята, тут все очень быстро и четко. И что самое-то главное, очень удобно для использования в абсолютно разных сценариях. Ну а кнопка Output уже, понятное дело, переключает выходы звука, а именно с наушников на RCA. Причем обратите внимание, что здесь в правом верхнем углу есть небольшой логотип сейчас наушников, так и кабеля, если я выбрал RCA. Например, используя этот ЦАП-усилитель с активными колонками, как это делаю я, что очень удобно, согласитесь. Взяли, например, послушали наушники, а потом уже переключились и включили вашу акустику, и уже спокойно слушаете ее. Ну круто ведь? Ну и подождите, друзья, ведь это еще не все, ведь тут есть кнопка с надписью Bypass, и наверное, как уже многие догадались, она отвечает за обход встроенного эквалайзера. То есть, нажав эту кнопку, мы получаем сразу максимально честный, стерильный и нейтральный звук, без каких-либо там приукрас. И тут же на дисплее при ее включении у нас сразу отображается соответствующая надпись в очень маленьком окошке, означающая, что сейчас включен Bypass. А вот если он сейчас уже не активен,
активен, то в левом верхнем углу появляется надпись Bass либо Treble. И вот уже теперь, ребята, вы сможете воспользоваться самой интересной кнопкой с надписью Tone и Mic, где уже с ее помощью вы сможете отрегулировать низкие и высокие частоты, крутив правую ручку. Причем обратите внимание, что максимальное усиление низких частот составляет 12 дБ, тогда как высокие частоты вы сможете всего лишь усилить на 6 дБ, либо уменьшить. То же самое с низкими частотами. Причем очень круто, что на экране сейчас все вот так вот красиво у нас отображается, когда вы начинаете крутить вот эту правую ручку. Ну и, наверное, как вы уже догадались, левая ручка здесь отвечает за регулировку громкости от 0 до 62. И этой же ручкой, нажав ее, мы можем переключать режим усиления с низкого на высокое и наоборот. Но вот что интересно, обратите внимание, друзья, то что с 0 до 24 здесь у нас увеличивается громкость каждый шаг на 3 дБ, что, как по мне, это довольно немало. А вот уже после 24 на 2 дБ и почему-то иногда на 1 дБ, что лично мне показалось довольно странным решением. Например, используя наушники с очень низким сопротивлением, лично мне было очень тяжело поймать комфортный баланс громкости для себя, особенно используя балансный выход. То есть так получается, что мои наушники начинают играть либо реально громче, чем мне надо, либо наоборот тише. И так как громкость тут регулируется шагом либо 3, либо 2 дБ, то я не могу поймать вот эту нужную мне грань. Поэтому, друзья, что я сделал? Я просто взял, передал эту информацию команде Fosi Audio, и по идее с обновлением прошивки, как мне сказали, они смогут исправить вот этот небольшой, на мой взгляд, нюанс. Потому что, ну серьезно, ребята, ладно слушать там какие-то полноразмеры, там ладно, большинство из них тугие, подобрать громкость для них это не будет какой-то огромной проблемой. Но вот используя уже современные гибридные внутриканальные наушники с очень низким сопротивлением, которых сейчас на рынке очень много, лично мне было реально проблематично отрегулировать громкость. Поэтому, как мне кажется, привычный всем шаг в 1 дБ был бы намного логичнее. И я надеюсь, что вы в этом плане со мной согласны. Ну а также, ребята, помните, что этот SAP-усилитель работает с игровыми консолями, как современными, так и с очень старыми, так как у него есть поддержка UAC 2.0, так и UAC 1.0. Для того, чтобы переключиться из UAC 2.0 в UAC 1.0, нажмите вот эту первую кнопку один раз, и все, можете подключать уже к вашей игровой консоли. А также теперь вы сможете регулировать усиление вашего микрофона, который вы подключите вот сюда. Что очень круто, как по мне, ребята, геймеры просто будут счастливы. Ну а приобрести SAP-усилитель Fosi Audio K7 вы сможете прямо сейчас в официальном магазине компании Fosi Audio на AliExpress. И специально для вас, друзья, я оставлю очень приятный промокод, который дает скидку целых $40. Ну где вы такое, друзья, еще видели? Поэтому используем промокод и покупаем его по очень приятной цене, а именно 14 540 рублей. Все ссылки на покупку этого усилителя будут, как всегда, в описании. Ну и что касается технических характеристик, то тут все ожидаемо очень круто, так как в качестве ЦАПа здесь используется отличный AK4493 SUQ, в качестве Bluetooth чипа используется Qualcomm 3031 с поддержкой всех современных кодеков, кроме LDAC и еще пары, но усиление осуществляется через пару операционных усилителей OPA 1612, а микросхема точной регулировки громкости NGU 72315 помогает нам компенсировать любое, даже небольшое несоответствие правого и левого канала. Ну и трехполосная микросхема регулировки тона NGW1119A помогает уже реализовать хорошую функциональность встроенного эквалайзера. Ну и конечно то, что всем наверняка интересно, так это мощность. И вот на балансном 4.4 выходе мы получаем здесь чуть ли не колоссальные значения в виде 2100 мВт, а на 3.5 выходе мы получаем 600 мВт, что тоже на самом деле очень даже немало. И этого хватит для большинства наушников вообще без каких-либо проблем. Да и я скажу вам больше, то что вообще все последние наушники, что у меня были в обзорах, я тестировал только на этом ЦАП-усилителе, так как свою функцию он выполняет на все 100%. Но я думаю, что все и так это прекрасно понимают. А с более подробными техническими характеристиками и более подробной информацией по этому ЦАП-усилителю вы сможете ознакомиться на официальном сайте компании Fosi Audio. Ссылка будет в
описании к этому обзору. Но тестировал я этот ЦАП-усилитель с абсолютно разными наушниками. От действительно серьезных планарных полноразмерных наушников, как Sandy Audio Aiva 2, до гибридных топовых внутриканальных решений в лице T-Audio Hype 4 и арматурных наушников Sliva SLT6. И я могу сказать вам сразу, друзья, что со всеми наушниками этот аппарат справляется вообще без каких-либо проблем. Серьезно, тут вообще нету никаких минусов. Да и впрочем, оно и не удивительно. Откуда же им взяться? Ведь это просто максимально грамотный и честно звучащий ЦАП-усилитель для истинных аудиофилов с кучей возможностей. Любые наушники он раскачивает вообще без проблем, что по обычному 3.5 выходу, что по балансному подключению. Так как, ну серьезно, ребята, куда там уже выкручивать громкость? Ведь любые наушники от такой мощности, особенно по балансу, они быстрее у вас выйдут из строя, чем вы достигнете какого-то пика. Поэтому, ребята, будьте здесь осторожны, так как этот аппарат реально серьезный и мощный. Тут уже вам, ребята, как говорится, не шутки. Аккуратненько, плавно регулируйте громкость, да просто наслаждайтесь звучанием ваших наушников, так как звучит этот ЦАП-усилитель шикарно, прозрачно, воздушно, с превосходным контролем по всей АЧХ, но, конечно, помните, что все будет в первую очередь зависеть от ваших наушников, которые вы собираетесь с ним использовать. Обязательно учитывайте это перед покупкой. Ну а вот вывод по ЦАП-усилителю Fosi Audio K7 у меня получился таков. Это один из тех ЦАП-усилителей, который не просто вас удивляет за свою цену, а реально дает ощущение полноценного и взрослого устройства. Он компактный, но очень мощный и самое это главное, крайне функциональный. Это именно тот случай, когда усилитель совершенно не боится даже вот таких тугих полноразмерных планаров, вроде Sandy Audio Aiva 2, с которыми звук на выходе получается очень плотный, собранный с отличным контролем и объемом, и просто безумной какой-то детализацией и прозрачностью в звучании, за которую я как раз таки и люблю планарные наушники. И в целом звучание он выдает нам нейтральное, но не скучное. Он не красит звук, не добавляет какого-то там тепла или сухости, а просто максимально грамотно подчеркивает любые сильные возможности абсолютно любых наушников, даже внутриканальных. У кого есть реально хороший контроль баса, то он это вам покажет. У кого есть шикарное разделение инструментов, пожалуйста, вот оно. Но особенно еще меня порадовал здесь вот этот небольшой дисплей, который здесь, ребята, сделан не просто так, чисто для красоты, знаете, чтобы было, а он является реально удобным элементом, понятным и информативным, где все нам наглядно. Вход, формат, все под рукой, да и эквалайзер тоже радует. Да и по входам и выходам тут полный набор. Буквально подключай что хочешь. Наушники, акустика, без проблем. И в этом как раз, как по мне, его главная фишка. Он вас вообще нигде не ограничивает. Подключайся, слушай, да наслаждайся. Так что, друзья, если вы сейчас ищете по-настоящему звучащий ЦАП-усилитель, то Fosi Audio K7 определенно стоит того. Причем он подойдет не просто как первый усилитель, а как реально рабочий серьезный девайс для прослушивания, который можно оставить в вашей системе надолго. Я, если честно, даже не ожидал, что он будет настолько убедителен. Для меня это оказался прям приятный сюрприз, поэтому я смело рекомендую его к покупке всем. Ну а ссылка на покупку этого усилителя находится в описании и в закрепленном комментарии под видео. С вами был IC Genius, спасибо всем за просмотр, всем удачи и пока!